Hey guys, welcome to Speak Russian Fluently. I'm Sof, and in today's video, I'm gonna show you one day in a Russian school, and I will speak only Russian for you for the whole video, so you can practice your listening skills and write some comments below if you have any questions. Вы готовы? Тогда поехали! Сегодня у нас вторник, 17 января, и на данных кадрах вы можете видеть, как я борюсь со сном. Очень трудно просыпаться по утрам и оторвать себя с кровати. Я думаю, что по большей части проснуться так тяжело, потому что солнце еще не встало, и организм не получает сигнал проснуться. Позже я все-таки встаю и иду делать себе чай. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас вторник. Второй по счету школьный день. Обычно я встаю в 5 утра, иногда в 4:30 утра. Но сегодня, из-за того, что нам мало задали уроков, я встал в 6. И это победа. А это кто у нас тут такой хорошенький? Катя? Ты хороший мальчик. И молодец. Вы меня спросите: Соня, а почему ты встаешь так рано? И я вам отвечу: потому что я делаю уроки. Вообще, я жаворонок. И именно по этой причине самая продуктивная часть дня для меня — это утро. После тяжелого дня вечером я обычно готовлюсь к экзаменам. А утром, когда у меня еще есть время и плюс-минус соображает голова, я делаю уроки. И если у вас уже появился вопрос, неужели все русские школьники встают так рано, то я на него с радостью отвечу. Все зависит от человека. Обычно школьники просыпаются в 7 утра, поскольку уроки начинаются в 8 утра. После того, как я закончила делать уроки, я иду в ванну, умываюсь и собираюсь в школу. Дорога от дома до школы занимает около 20 минут. Но из-за того, что сейчас зима, я езжу на машине. По пути в школу я могу либо повторять какие-то уроки, либо просто слушаю музыку и настраиваюсь на этот день. В школе я переодеваюсь, смотрю на расписание и иду в нужный кабинет. Привет! Мы устали все. Пришли к первому уроку. Смотри, это мы сегодня. Сегодня у меня первым уроком история России. Что вы сейчас проходите? Профессия. Весь мир. Перевод. Понятно. Арину поздравили с днем рождения. Неожиданно? Вообще ни разу. Конфеты. Опа! Да, желтый кипятками. Это с чем? Я предполагаю, что с лаймом. Ну, какой-то коктейль. Да, хуга коктейль. Хуга. Зеленый. Это хорошо. Подожди, зеленый китайский чай с лаймом. Это максимально неожиданно, честно. И у меня первая мысль: я что, забыла поздравить тебя с днем рождения? Яри, как настроение? Все отлично. Завтра не учимся, спим. Завтра у девятиклассников пробник. Что такое пробник? Что такое пробник? Пробник — это пробное проведение экзаменов, дабы понять, сможете вы его сдать или нет. То есть репетиция. Репетиция Наподобие. экзамена. Ярик не знает, что такое пробник. 11 лет в школе проучился. Один урок в моей школе длится 40 минут, а также у нас есть перемены, которые длятся 5 минут, 10 или 15. Петр I познает Европу. Крещение Руси 1988 Владимир I,
прекрасное солнышко. Она все знает, она все знает. Это, кстати, прикольно. Это отмена крепостного права. Его отменили по факту 19 февраля, но до Сибири дошло только 3 марта. Офигеть, почему так? Расстояние, прикинь. Только из-за этого? Да. А, дети. Сделай ты. Ща. Погоди. Это бутерброд. У нас сейчас закончилась математика, прошло 3 урока, осталось сколько? 3 урока. Осталось 2 иностранных языка. В нашей школе изучается 2 языка, французский и английский, кстати. Мы последние, кто учит французский язык. Русские школы во многом отличаются от зарубежных, поэтому если вы хотите знать больше об особенностях наших школ, то обязательно подписывайтесь на этот канал, здесь много интересного. Кипятим воду. Сейчас пусть нальет. Кириллу скажем спасибо. Кирилл сегодня не кушает, поэтому нам досталось еда его, да. Посмотрите, мы сегодня шикуем. Мы тоже запасаемся едой. Я приношу чай. Я сдаю английский, кстати. Это мы сейчас выполняли на английском задания разные по экзамену. Готовимся. Че, успех? Я одно сделала правильно. Ну, пока что, но я остальные просто не... Алина проверила, да? Да. Учитель английского. Кстати, да. Ну вот и все, уроки закончились, и теперь я наконец-то могу идти домой. Ну что, я наконец-то вышла из школы. Сегодня был прекраснейший день. У меня наконец-то не болит голова. Это какое-то счастье. Обычно я всегда выхожу из школы с головной болью. Сегодня у нас даже погода хорошая. Да. В общем, угадайте, кто пришел после школы и снова вырубился. Не знаю, для меня после школы вздремнуть хотя бы 30 минут — это просто необходимое действие, иначе я буду всю оставшуюся часть дня чувствовать себя какой-то амебой, а у меня еще впереди английский. После школы я даю себе 30 минут для того, чтобы вздремнуть и перезагрузиться, а после со свежей головой сажусь делать уроки и готовлюсь к экзаменам. Сейчас сделала домашку по английскому, и сейчас у меня будет еще одно занятие до 6 часов, до 6 с копейками. И после этого еду на еще одно занятие, которое у меня будет до 8 вечера. В 8 вечера я должна освободиться. Кстати, сейчас я также сделала тест в сторис в Инстаграме, поэтому, если вы еще не подписаны, то почему? Там очень много разных полезных заданий, поэтому обязательно подпишитесь на мой Инстаграм, чтобы выполнять разные задания по грамматике и, в принципе, по словарному запасу, и это будет для вас очень полезно. Сейчас едем на английский, у меня занятие до 8 вечера. Фух, и потом я пойду к бабушке. Наконец-то, я так давно у нее не была. Сегодня мне повезло, потому что папа подвез меня на занятия, и мне не пришлось идти пешком. В России 9 и 11 классы обязательно должны сдавать экзамен, который называется ОГЭ или ЕГЭ. Они сами выбирают те предметы, которые будут сдавать. Я выбрала английский язык и обществознание, поэтому готовлюсь к ним. У меня закончился английский, и я наконец-таки иду сейчас домой. Ну, точнее, как домой. Я иду к бабушке. У бабушки я варю себе пельмешки, и остаток дня провожу за разговорами с ней. Немножко сейчас еще поделала задание по английскому. На самом деле хотелось позаниматься больше, но понимаю, что сил уже нет. Глаза закрываются, мозг отключается. Сейчас я пойду готовиться ко сну. Давно я так не получала удовольствия от какой-то, возможно, даже загруженности и приятной усталости в конце дня.
that was all for today. I hope you enjoyed, and if you still have questions, you can ask me in the comments below. I read all of them, so don't hesitate. I'll see you very soon in my next videos, and пока-пока-пока!